Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон Муравьев, а мы у гостиницы «Космос» на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на, не новый, на старый Twin. У нас такое небольшое путешествие в прошлое, он тоже продается, это комиссионный автомобиль 2013 года. Почему мы сегодня снимаем этот обзор? Есть несколько причин. Первое. Я еще не снимал обзоры вот в таком формате на автодома этого поколения. И мне ужасно любопытно посмотреть, что было, как это реализовано и куда, собственно говоря, изменилось за это время. Второе. Я фанат такого формата венов. И этот вен очень интересен тем, что у него высокая крыша. И вот именно в те года вот были такие модификации, когда у нас настолько высоко, настолько большой вот сам вен. И это любопытно. А третье, его можно купить здесь, сейчас, в Москве. Как раз таки сэкономить денег на том, что это не новый автомобиль. И просто любопытно посмотреть, как, во-первых, автомобиль изменился почти за 9 лет в своей эксплуатации. И посмотреть, какие еще нюансы, лайфхаки хозяин прошлый привнес в эту машину. Потому что, как мы когда-то говорили, в поездке в Мценск, кажется, на фестиваль, мы много общались с людьми, которые на автодомах путешествуют, и все в один голос говорили о том, что эксплуатация автодома – это всегда доработка под себя. Всегда приходится что-то менять. Нельзя с завода учесть вот все конкретные индивидуальные потребности. Давайте разбираться. 150 лошадиных сил, шасси все так же Fiat Ducato, но это позапрошлое поколение. То есть вот мы в прошлом обзоре, смотрите по подсказке, если не видели, снимали Fiat Ducato 2022 года, вот самый последний, свежий. Это получается не прошлый, а позапрошлый. Они вот были с узкими фарами, потом стали с вот этими большими, потом опять с узкими. Внутри, конечно же, поколений есть какие-то изменения, разные коробки, модификации и так далее. Но вот посмотрим сейчас планомерно, что у нас здесь сегодня. Внутри стоит заметить, что на самом деле все, что мы видим в предпоследнем поколении, вообще в основном в наших обзорах, здесь все примерно так же. Здесь те же кнопки на руле, здесь все примерно так же расположено, кроме каких-то вот внешних стилистических решений. Ну, вот здесь вот нету подставки на телефон, потому что в этом поколении еще был только зажим под какие-то документы, карту и так далее. Но при этом там холодильничек под бутылку точно так же уже присутствует. Но здесь уже доработано, есть вот подставочка под телефон и даже выведена зарядка магнитная таким вот образом. Что дальше? У нас, я на самом деле, когда сюда сел, я был приятно удивлен, потому что комплектация-то в этом автодоме хорошая. У нас здесь стоит робот, то есть он не на механике. Это достаточно богатая функция, особенно для 2013 года. Работает он абсолютно исправно. У нас здесь есть всякие кнопки на руле, у нас здесь есть круиз-контроль. И у нас здесь есть климат-контроль, то есть мы просто включаем, выставляем температуру, даже не вот просто упрощенный кондиционер, а прямо климат-контроль. Внизу в новых моделях мы, как правило, видим с вами подстаканники, а раньше это был вот такой большой бардачок. Ну, не знаю, что лучше, что хуже, подстаканник в целом здесь есть, а здесь зато много чего можно положить и достаточно удобно, никуда не улетит. Тут вот, не знаю, пишите в комментариях, что лучше, как раньше делали с бардачком или же с подстаканниками, как это сейчас принято. Также стоит обратить внимание, здесь установлена мультимедийная система на Android, и это уже тоже приятно, потому что, Android это все-таки более-менее современное решение. Но если вдруг она вас не устроит, нет никаких проблем ее заменить. Что еще немаловажно, опционально установлена камера заднего вида. И мало того, она у нас, экран встроен в зеркало, то есть он у нас не занимает никакие дополнительные поверхности, а как бы мы привыкли смотреть в зеркало, вот мы и смотрим в зеркало, раз, и там у нас камера. И кажется, здесь еще, здесь и камера вперед тоже есть, возможно, даже видеорегистратор, не могу сказать, потому что это какое-то индивидуальное решение. Конечно, есть еще парктроник. Парктроник тоже установлен самостоятельно, опционально. За что я в целом люблю вены, так это за их, с одной стороны, компактность. Это правда мой любимый формат.
потому что можно спокойно перемещаться в городе, практически легковая машина. Везде припарковаться, везде проехать. И с другой стороны простор, то есть у нас вот эта огромная дверь открывается и ощущение, что у нас много места. А на самом деле места как бы не то, что сильно много, но достаточно. То есть все, что нам необходимо, оно как бы компактно сложено, при необходимости вот таким образом, как столик, увеличивается, и для 4, например, человек в целом места здесь подо все хватает. Но вот этот визуальный простор и свобода, она создается за счет этой двери и задних дверей. Их мы посмотрим, когда дойдем в спальню. Это столовая. Здесь у нас размещается 4 человека, когда мы едем. То есть 2 человека сидят здесь, 2 ремня, и 2 человека спереди. И, собственно говоря, чтобы есть, у нас также разворачиваются сиденья. И еще может дополнительный там 5-й человек сесть, например, вот здесь, спиной к открытой двери. Автодома в целом это про использование эффективно каждого сантиметра пространства, но вены особенно. Ну, например, над головами у нас вот здесь расположилась дополнительная полочка. Вот в этой передней части, где у нас в больших домах бывает альков, здесь это вот такая небольшая ниша для хранения вещей. Ну и, конечно, есть шкафчики, как обычно, над столовой группой. И еще установлен телевизор на кронштейне. Передо мной я вижу панель управления системами жизнеобеспечения самого всего автодома. Пульт такой слегка архаичный, но при этом простой, понятный, интуитивный и функциональный. Левая кнопка у нас включает, отключает всю систему. Чуть выше можем посмотреть заряд батареи салона и заряд батареи в кабине. Вверх и вниз соответственно. И то же самое с водой, с чистой и с грязной. И ниже справа включаем и отключаем насос. Далее пульт, который отвечает у нас за солнечные батареи и подогрев газовых баллонов и то, что связано с газом. Кстати, хочу обратить внимание, я говорил про житейские лайфхаки. Это такое, конечно, достаточно топорное решение, но тем не менее, вот на крепком магните у нас здесь зафиксирована ложечка для обуви. Вот человек взял, сделал уже так, как ему было удобно. Мы переходим на кухню. И вот здесь, например, мы находим дополнительную столешницу, которая, да, полностью перекрывает проход, но, тем не менее, мы ее раздвигаем только тогда, когда нам надо что-то поставить. Когда мы путешествуем на вене, мы часто, например, там используем маркизу, какую-то палатку спереди, и поэтому мы здесь готовим, например, выставляем, кто-то с улицы забирает. Когда он нам не нужен, мы задвигаем, и место он у нас не расходует. Далее, плита на 2 огня. И мойка. И, соответственно, тут тоже у нас они, получается, занимают полностью рабочую поверхность, но когда мы готовим, мы можем увеличить поверхность за счет того, что закрываем мойку. В момент, когда нам надо что-то помыть, что-то поставить сюда или там нарезать, мы закрываем плиту, и это тоже становится рабочей поверхностью. Ниже ящики. Небольшой ящик и справа краники для того, чтобы перекрыть подачу газа. И ниже у нас просто раз ящик и 2 ящика. Сейчас отвлечемся немножко от кухни, потому что вы наверняка уже заметили странные вот эти вот полозья в полу. Я тоже на них обратил внимание. Честно говоря, первый раз вижу такую душевую. Она решена вот таким образом. Это самая, пожалуй, большая душевая, которую я видел в венах. За счет того, что, ну, естественно, душ и туалет здесь у нас решены вместе, но вот эта шторка выдвигается полностью в проход и обеспечивает нам реально большой душ и туалет, как в полноценных автодомах, ну, которые там интегралы, полуинтегралы, ну, понятно, что я имею в виду. Мне кажется, это реально интересное решение. Что у нас здесь? У нас здесь шкафчики, все по классике. У нас здесь раковина. Под раковиной еще шкафчик и биотуалет Тедфорд. Вынимаем вот этот поддон внизу. И вот такая огромная душевая кабина у нас получается. Мне кажется, для вена это очень интересное решение. Даже не знаю, почему от этого отказались. Может быть, из-за нелюбви в целом к этим шторкам. Но, как показывает практика, вот в машине 9 лет, а шторки в принципе работают. То есть не так уж они плохи, как их зачастую ругают. Возвращаемся на кухню. Здесь у нас холодильник небольшой. Тедфорд работает от газа, от электричества 12-220 вольт. Но по сути он уже находится практически в спальне. Здесь у нас шкаф какой-то вот для вещей, для постельного белья, как мы видим в данном случае. И еще с правой стороны есть дополнительный ящик.
просто обычные ящики. И я таким образом уже оказался в спальне. Здесь у нас установлен в ногах телевизор, а в изголовье регулятор печки. Здесь мы можем включать, отключать, регулировать температуру. Это удобно, что это сделано не на общем пульте, а здесь, потому что когда мы спим, вдруг стало холодно, стало жарко, не очень удобно вставать. Мы прямо здесь в изголовье можем включить, отключить, что-то отрегулировать у печки. Но это не все. Как я уже упомянул ранее, машина рассчитана на 4 путешественников. 4 человека едут, естественно, 4 человека спят. Вот это двуспальная кровать раз, а есть еще одна. Сверху у нас еще одна опускаемая кровать, полноценная двуспальная. Да, здесь, наверное, чуточку тесновато, но, как показывает практика, чтобы спать в доме, много места не надо. Это примерно как мы в «Матриксе» опускаем с потолка, только здесь она вот таким образом, как в алькове, раскладывается и поднимается, когда нам нужно освободить место для того, чтобы, например, мы ее не используем или днем, чтобы она не мешала голове, мы ее фиксируем, и вот у нас получается таким образом. Раз, все, легли, пользуемся спальней. Если же посмотреть с другой стороны на это пространство, то мы попадаем в багажник. Когда кровать опущена, как мы можем видеть, пространства здесь не очень много, но в чем преимущество того, что у нас здесь 2 кровати, и она подъемная? Например, если вы везете большой груз, и при этом вас все-таки не 4, а 2, то вы можете спокойно спать на верхней кровати и нижнюю не опускать. Не всегда в венах так получится и так возможно. Но если даже вам нужно использовать все спальные места, в принципе, обычно багажник рассчитан на то, что в пути он выглядит вот таким образом, как сейчас. Мы можем сюда много всего загрузить, там что-то крупногабаритное. Сюда даже можно поставить небольшой мопед, что ты не сделаешь, кстати говоря, даже в альковом там автодоме или в интеграле. А здесь можно за счет того, что высокое пространство, далеко можно завести, вот что-то небольшое или велосипеды уж точно спокойно у нас прям в проход встают. Даже как-то я видел, проводили такой эксперимент в кемпинге где-то, засовывали все это в вен. Соответственно, вот так мы используем. А когда мы приезжаем, мы все это выгружаем куда-то под тент, под палатку и опускаем кровать и спим внутри автодома. За что еще люблю вены? Как уже сказал, за ощущение вот этого простора. Ну, разве не прекрасно, когда ты можешь вот так открыть где-нибудь у моря или где-то на природе вот эти двери и наслаждаться замечательным видом, ветерком прямо с кровати, лежа не где-то там на матрасике или на шезлонге, который тебе надо куда-то привезти в рюкзаке, не знаю, какое-то кемпинговое кресло, а прямо вот так, на полноценной кровати. Возвращаясь к кастомизации, у фиатовских зеркал в целом встречается такая проблема, что вот здесь вот есть, как сказать, дырочка такая, когда зеркало открыто, и грязь, которая летит на дороге, она вот попадает ровно в ту зону стекла, через которую мы видим зеркало. И это не всегда комфортно, приходится протирать именно эту зону. Так вот, человек, заметив эту проблему, собственно говоря, вот таким, пусть простым способом, но доработал это, поставив накладку, которая закрывает это отверстие, и у нас больше грязь сюда не пролетает. Она, конечно, немножко подвыгорела, но я думаю, это можно без проблем исправить. Движемся дальше. У нас, соответственно, дверь, она с центральным замком, основная, ее мы с вами уже увидели, закрывается с общего ключа и открывается, но это в целом для венов стандартно. Далее у нас отверстия для холодильника выпускные, через которые он охлаждается, и заливная горловина чистой воды. Хочу обратить ваше внимание, что здесь еще установлен фаркоп. Для вена это еще более актуально, чем для больших автодомов, потому что это позволяет нам обеспечить дополнительное пространство, чтобы что-то взять с собой. По левому борту выпускное отверстие печи Трума, а далее у нас кассета биотуалета. Но открываем мы и видим не кассету, а какое-то колесо. Странно. Я сначала не понял, зачем оно, потом тоже не понял. Точнее, потом я обнаружил внутри шланг свернутый, а с другой стороны шланг подключен вот сюда. И у меня есть предположение, что это и зачем. Но этот вопрос я хочу задать вам. Пишите в комментариях. Twin CHX 640 мы сегодня с вами посмотрели. Это вен от Adria. Машина БУ 2013 года, то есть машине 9 лет, пробег 150 тысяч. Много это или мало, судит каждый сам. Но на самом деле, могу сказать по опыту, что 150 тысяч для Фиата это,
плюс-минус там середина его ресурса, а то и меньше. То есть, если мы по легковым машинам считаем, что там 200 тысяч это уже там предел часто и надо делать какой-то капитальный ремонт, то поскольку это коммерческий транспорт в основе, 150 тысяч это ерунда. А старые Фиаты вот эти, в принципе, и 500 000 ходят, и даже 1 миллион зачастую проходит без какого-то серьезного ремонта. Поэтому 150 для него это, в принципе, такой детский пробег. Интересно было посмотреть, как за 9 лет изнашивается само жилое пространство автодома. Не знаю, судите сами, но, на мой взгляд, плюс-минус как бы все в нормальном состоянии. Дверки работают, шкафчики открываются, закрываются, и даже эти гибкие душевые шторки работают. Что немаловажно, потому что часто многие жалуются, такие: ой, да это как-то хлипко, ненадежно, это сейчас до первой поездки, до первого путешествия. Ну вот, нет, машине 9 лет, все в целом на месте и даже доработано предыдущим хозяином. Пишите в комментариях ваше мнение на тему этой машины и какие-то комментарии по поводу роликов. Цену и все характеристики ищите в описании. Меня зовут Антон, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч, пока!